Всем привет, ребят! Последнее время мне что-то начал нравиться Tailwind. Я начал его использовать на проектах, уже парочку с ним сделал. Потихоньку привыкаю и хочу сказать, что это очень крутая технология. Теперь я ее максимально всем рекомендую. И давайте сегодня мы с вами еще раз с ней познакомимся, кто не знаком, и немножко попрактикуемся. Практиковаться мы будем на такой интересной истории, как главная страница YouTube. Макета данного, никакой ссылки на него не будет, потому что это бесплатная версия от плагина, который называется HTML2Design. Мы запускаем этот плагин, мы вставляем ссылку, и он нам импортирует дизайн. Не всегда хорошо, иногда косо-криво, но в принципе он это делает, и мы можем с этим работать. Окей, давайте, меньше слов, больше дела, приступаем. И начинаем мы, конечно же, с установки Tailwind. Нажимаем Get Started на сайте tailwindcss.com. И здесь есть вариант установки. Нам подходит вариант Tailwind CLI. Давайте мы сначала установим здесь npm init-y, чтобы у нас появился файлик package.json. И дальше выполним все эти инструкции. Устанавливаем Tailwind. Потом мы создаем конфиг, инициализируем. Дальше он нам говорит изменить в конфиге контент. Меняем. Заходим в конфиг и эту контент меняем. Доступ к файлам. Дальше мы создаем файлик input.css. Я создам его в папочке. Во-первых, создам папочку src. Внутри этой папочки создам папочку css. И внутри уже создам файлик input.css. И вставим туда то, что нам предлагает вставить. Давайте сразу создадим еще папочку JS, где будет main.js. Но я не уверен, что нам потребуется. Потребуется, наверное. Наверное, потребуется. А может, нет, кстати. Так, это в папочку src переносим. Так, css, js. И создаем здесь же в папочке src файлик index.html. Структура получается следующая. Папочка src, в ней css, js и файлик index.html. Давайте создадим еще картиночки. Давайте assets просто это будет называться. Окей, теперь смотрим дальше, что нам предлагает. Дальше уже конечный этап. Копируем следующую команду. Идем в package.json и здесь мы меняем команду. Я напишу, например, dev и добавлю эту команду сюда. npx tailwind. Что мы тут должны сделать? Мы тут должны правильно указать пути к файлам. То есть тот путь к файлу, который мы будем отсматривать, то есть tailwindовский, который input CSS в нашем случае, и потом путь к файлу, который уже будет скомпилирован из tailwind в обычный файлик CSS, который мы уже будем подключать к страничке. То есть, что мы тут должны сделать? У нас есть папочка src и папочка css, и внутри находится файлик input, то есть тот, который у нас основной с импортом этих директив. А второе, тут путь будет к файлу, который будет выходной файл, с которым мы будем работать. Я предлагаю тоже его туда же запихивать, src, css, и пускай он называется main css. Теперь к нашей страничке мы, конечно же, подключаем main. css main.css. У нас его еще нет. Когда мы запустим Tailwind, он будет следить за этим файлом, конвертировать его сразу в main, создать main CSS, и мы его будем уже отслеживать вот тут. Вот такая вот тут история. Давайте подключим JS на всякий. Не знаю, не уверен, что нам потребуется. И посмотрим, что нам дальше тут предлагают. Дальше предлагают проверить. Давайте проверим. Добавим этот заголовок и запустим npm run dev. Есть, запустилось. Прекрасно. Смотрим. Не запустилось. Потому что еще нужно нажать Go Live. Все, есть, видите? Подчеркнуто, черный, фонд bold, underline, 3XL. Все работает. Классы работают. Прикольно. Дальше нам нужно сделать следующее. Дальше нам нужно найти вот такую историю, как претир. Для чего нам нужен претир? Смотрите, в Tailwind есть такая некая рекомендация, как правильно, тут ее можно почитать, правильный порядок всех классов. То есть там сначала базовые какие-то, потом компонентные, потом утилиты и так далее. То есть давайте посмотрим на примере. Тут мы пишем, что у кнопки text white
паддинги, сразу брейкпоинты, а потом еще паддинги, потом еще брейкпоинт. То есть все в разброс, ничего не понятно. И это неправильно. Правильно, если мы будем там писать сначала background, потом паддинги, text white, потом хаверы, а потом уже в конце брейкпоинты тоже там в правильном порядке. Ну, задается вопросом, а зачем нам знать все эти порядки классов? Правильно, не зачем. Для этого у них есть prettier. Плагин, который через prettier, то есть мы написали здесь prettier, давайте еще раз, я написал prettier, нашел эту историю, и здесь вот кнопочка есть на GitHub перейти. Мы переходим на GitHub и устанавливаем этот плагин. Копируем эту команду и дополнительно сюда же ее можем поставить. Давайте мы выключим, установим плагин, а потом обратно включим. Теперь запускаем заново проект. Все работает, ничего не сломалось. Смотрите, есть такая история. Вообще, по идее, он должен уже работать сразу у вас, если у вас в настройках, я покажу на VS Code, код, настройки, здесь есть такая история, как формат, и тут должна быть стоять галочка формат on save. Если у вас ее нету, то поставьте. И в таком случае у вас все должно работать, все должно нормально форматироваться. Если, допустим, мы сейчас напишем здесь small, я хочу сказать текст 2xl, если я сохраню, вот у меня ничего не сработает. Почему у меня ничего не работает? Честно сказать, я сам не знаю. Я уже кучу всего перепробовал, я уже менял и притир, и настройки VS Code я менял, и настройки притира. И, короче, ничего у меня не работает, я не смог это настроить. Поэтому я нашел другой путь, он попроще, и он заключается в следующем. Мы где у нас package.json, мы здесь создаем отдельную команду. У нас притир уже есть, я называю просто формат, допустим. И команда звучит следующим образом. npx, притир, дальше мы указываем путь к файлу src, нам надо index.html и флаг 2 подчеркивания, 2 дефиса и write. Вот такая история. Что нам это дает? Это нам дает следующее. Смотрите, если у нас сейчас вот sm, давайте напишем текст 2xl, сохраним, ничего не сработало. Но если мы сейчас параллельно запустим команду npm run формат, оп, притир отработал, и нам он классы выставил так, как нам нужно. То есть автоматически это у меня не работает, я не знаю почему. Кстати, если кто-то знает, в чем может быть проблема, можете мне написать. Мне ничего не помогло из того, что я находил в интернете. Вот, в принципе, нам это помогло. И теперь, как я работаю? Я не запоминаю все эти классы. Конечно, примерно я могу понимать, какие там классы должны быть первые, какие не первые. Но я не заморачиваюсь сильно, потому что я, когда завершаю работу, я выполняю один раз эту команду, он мне форматирует все как надо, и все. Мы больше ни в чем не нуждаемся. Окей, это что касаемо подготовительной части. Теперь нам требуется следующее. YouTube. Окей. Теперь нам что требуется следующее? Нам требуется разобрать этот макет на детали, на компоненты, на нюансы. В общем, настроить немножко тему. Смотрите, для этого нам, во-первых, что у нас тут по... Давайте с контейнера начнем. Нет, давайте шрифты. Шрифты, какой контейнер? Чтобы посмотреть шрифты, я использую, конечно же, плагин FontFacia. В нашем случае это Roboto Regular и Roboto Medium. Мы идем в шрифты. Тут Roboto всегда первый, по-моему. Roboto Regular и Medium. Почему-то оно исчезло. Все, мы копируем эту ссылочку. Пока что все просто, мы добавляем ее сюда. А дальше начинается вот это самое интересное. Как же нам всю эту историю подключить? Куча вариантов существует. Давайте скопируем только вот это. Куча вариантов существует. Но я люблю самый вот такой простой. У нас есть тема, у нас есть поле, где мы можем что-то расширять. Давайте это же сделаем. Мы здесь будем расширять фонд family. Это объект, где мы укажем, какой шрифт. У нас в нашем случае робота. И здесь дальше, как массив строк, мы передаем все эти значения. То есть шрифт и его начертание.
И таким образом мы можем добавлять шрифты, их может быть несколько, и дальше мы можем уже их использовать как хотим. Как мы их хотим использовать? Тут тоже существуют разные варианты. Мы можем просто сразу для body сделать там класс и фонд. И вы уже видите, да, что есть фонд робота. Все, мы его подключаем, и у нас уже будет шрифт робота работать. Если мы сейчас посмотрим, наведем сюда, мы видим, что уже робота у нас подключен. Отлично. Есть другой вариант. То есть мы тут ничего не делаем. Мы там, допустим, в input CSS мы можем расширить базовую историю. Мы через компонент, через директиву layer берем base, в нем есть body, и мы просто расширяем, нажимаем apply, то есть применить какие-то стили. И мы говорим, что фонд робота хотим применить, чтобы для всего body у нас применялся фонд робота. И теперь, если мы тут удалили, а здесь добавили, то у нас все равно шрифт получается робота. То есть это работает. Дальше. Со шрифтом, я думаю, понятно. Так, дальше давайте мы с контейнером разберемся. У нас тут есть контейнер. Смотрите, у нас есть такая история, что у нас есть сайдбар, который будет статический. И у нас есть блок со всем контентом, в котором нам нужен, в принципе, какой-то ограничивающий контейнер. И он у нас 1272 пикселя. Чтобы нам расширить контейнер, то есть контейнер у нас существует прям в класс контейнер у нас уже существует, поэтому нам нужно взять layer, и уже он находится в компонентах, и здесь берем контейнер. Также и мы apply max, width, но у нас в классах Tailwind четко такого параметра 1272 нету. Чтобы нам указать какое-то кастомное значение, мы делаем max width, ставим вот такие вот квадратные скобки, как в массиве, и просто указываем 1272 px. Сохраняем. Идем в индекс, здесь добавим контейнер и посмотрим. Контейнер. Сохраняем. Есть. Окей, мы видим, что у нас что-то произошло. Мы уже видим, что у него есть max width 1272. То есть если мы наведем даже... Ой, еще раз. Наведем на него, мы видим, что тут 1272 на 32. Но он у нас не по центру. Нам нужно его выровнять по центру, конечно же, потому что он у нас будет... Ну, это же контейнер. И тут есть тоже разные подходы. Можно так же само, в принципе, тут заэкстендить. Мы делаем контейнер. И здесь мы говорим ему, что центр как true. Сохраняем. Все, у нас теперь по центру контейнер. У нас контейнер по центру. Это один из вариантов. Второй вариант мы можем просто указывать вот тут, где это расширить. Так, закроем сразу. Это тоже закроем, пока не надо. Вот тут мы можем сказать mx auto, то есть margin по оси x, то есть слева-право сделаем авто, и тогда он тоже будет по центру. То есть такой вариант тоже приемлем. Кстати, вы заметили вот историю, да, какая прикольная. В CSS, если я сохраню, смотрите, сохраняю, оно переставилось в нужном порядке. А в HTML это не работает. И я не нашел варианта, как это исправить. Вот такая вот история. Так, есть, единственное, нам еще там нужно вот тут. В принципе, можем прям контенту добавить. Ну, давайте паддинги добавим здесь. Также мы можем тут добавить центр true, указать паддинг. Там какой-то паддинг есть у них вот тут. Только какой непонятно. 23, ну давайте 24 пикселя будет. 24 px. Сохраняем, смотрим. Есть, паддинги добавились. Но контейнер так все равно средняя максимальная ширина 1272. Отлично. Паддинги добавились. Тут мы можем это убрать. MX Auto нам это теперь не требуется. И идти дальше. Дальше мы будем идти, давайте по цветам. Вынесем цвета. Тоже идем сюда, экстендим colors. Вот так. И у нас тут есть несколько цветов. Ну, вот это будет основной. Я так просмотрел уже, я это еще не делал, конечно же. Я всегда стараюсь вместе с вами. И это будет main. Я это не делал, я просто просмотрел макет и прикинул, что мне здесь надо. Дальше у нас есть серый цвет, вот такой, который тоже используется для текстов. Он вот так вот выглядит. Это будет secondary. Есть.
Дальше у нас там в одном месте используется синий и в одном месте вот такой красный. Ну, давайте мы их тоже добавим. А я там отдельно покажу, как использовать кастомные без этой истории. У нас будет light blue. И там есть red. Скопируем. И это будет, пускай там dark red. Добавим вот эту историю. И давайте теперь проверим. Давайте мы сделаем здесь текст dark red. Видите, у нас уже появляется он сразу. Мы выбираем его. Все, dark red, отлично, работает. Работает. Что нам еще тут осталось? Давайте нам еще тут осталось breakpoint. Смотрите, такая история, что Tailwind по умолчанию использует подход mobile first. Во-первых, я этот подход не очень люблю. Во-вторых, у нас тупо нет мобильной версии, поэтому нам это будет неудобно так работать. Чтобы исправить это все на desktop first, мы идем в config. И здесь прям в теме, не в экстенде, а просто в теме. Мы такое есть поле как screens. И здесь мы указываем наши брейкпоинты, которые мы хотим использовать. Мы хотим это все переписать на desktop first. Я не знаю, какие брейкпоинты нам тут потребуются. Я примерно прикинул парочку, ну а там, если что, потом расширим. Нам потребуется medium. MD это у нас будет max, то есть мы хотим, да, это как max width добавить приставку. Не min, а max, то есть desktop first. И в нашем случае это будет 991. 99 px, то есть это будет 992 пикселя, а small это будет что меньше 768. Мы также делаем max, в принципе тут можно без кавычек, max, и здесь будет 767.99 px. Можно добавить еще, кстати, XS, давайте мы добавим XS, тоже будет max, 479.99 px. То есть вот такие три брейкпоинта на маленьких. Если что, может быть, нам еще потребуется добавить один какой-то повыше. А пока что, в принципе, этого должно хватать. Пока что этого должно хватать. И, наверное, в принципе, нам пока что, этого всего хватит, и мы можем начинать. Так, поехали. Идем сюда. Тут, если что-то забыли уже в ходе работы, добавим. Пока что, я думаю, нам должно хватить. Теперь, что нам нужно вообще? Давайте посмотрим на наш макет. Нам нужен сайдбар и контент. Давайте мы начнем с сайдбара. Нам нужен сайдбар и контент, поэтому мы создадим, во-первых, div с классом flex. Нам нужно всю эту историю раскидать. И здесь будет сайт. Можно вообще такой тег использовать для этой штуки или нет, не знаю. А там будет section какой-нибудь. Или давайте там будет main. Вот так. Окей, во-первых, у него есть какая-то ширина. Он у нас 240 пикселей. 240 это у нас класс width. Сколько это может быть? 240. 10 это будет... Так. 240. Сколько это может быть у нас? Нет, да, такого? Хорошо. Width 240. Есть. Нам не принципиально, можем прям тут захардкодить. Нормально нам будет, потому что у нас будет всегда 240. То есть мы не будем его менять. В общем. Окей. 240. У меня есть какие-то паддинги. 12. 12 пикселей. Вот тут почему-то, видите, 12 показывает, но вот тут мы не достаем. 12.24. Давайте сделаем 12.24. Мы делаем padding left. 12 это 3. То есть, да, у нас каждая вот такая единица, то есть 2, 1, 3. Одна такая единица это 4 пикселя. То есть 0,25 рм или 4 пикселя. То есть нам для того, чтобы как это просчитывать, да, нужно делить на 4 или умножать на 4. В нашем случае 12 пикселей деленное на 4 это padding 3. Справа у нас там было сколько? 24. Справа 24, значит это padding right.
24. Сколько это у нас будет? Это будет 6, правильно. Все, паддинги есть. Дальше у нас там будет навигация, Flex. У нас там будет кнопочка и ссылочка. И давайте мы эту историю достанем как SVG-шечку. Так, тут 40 на 40. Давайте сразу мы сделаем наши кнопки класс width 10. То есть, да, умножаем на 40, на 4 и получается 40. И height 10, видите, 40. Прекрасно. И внутри этой кнопочки у нас будет SVG-шка. Надо достать ее. SVG. Добавляем. Есть. И сразу давайте сделаем на кнопке Flex, Justify Center, Items Center. Что равносильно Justify Content Center, Align Items Center. Все, кнопочку выровняли, там по центру поставили, красиво. Хорошо. Дальше у нас есть логотип YouTube. У нас 16 пикселей, есть еще гэп. Поэтому мы нашу ссылочку добавляем логотип. Сделаем ей какой-нибудь класс Flex на всякий случай. Просто чтобы было. Вдруг пригодится. И также нам нужно добавить гэп. Сколько там было? 16. Это 4. То есть 16 пикселей. Добавляем. Вот такая вот история. Кнопочка есть. Items Center. Вот так. Хорошо. Что по поводу верхнего отступа? Здесь есть 8 пикселей. То есть мы можем вот этой вот истории, я думаю, какой? Вот этой, наверное, скорее всего. PX2. Ой, PY2. Все, 8 пикселей мы добавили этой всей. Окей, теперь давайте немножко сделаю вот так. Теперь давайте, у нас там в YouTube есть небольшой ховер. Повесим сюда ховер, посмотрим, как работать с ховером. У нас есть вот эта кнопочка. Мы, чтобы сделать ховер, мы делаем ховер и делаем там background. Но у нас тут он не показан, ну давайте он будет вот такого цвета. Вот, кстати, тоже интересная схема. BG. Это наш цвет кастомный. То есть 0303 это наш кастомный цвет. Нам нужно, выбираем main. И нам нужно добавить как-то ему непрозрачности. Это можно сделать разными способами, опять-таки. Но самый простой, это через слэш мы добавляем тот параметр, который нам нужен. И мы делаем 0, 0, 5. Сохраняем. И вот таким образом мы получаем эту непрозрачность. Смотрим. Есть. Только у нас в случае с YouTube у нас там еще rounded есть. У нас rounded full. То есть она на 100% круглая, эта кнопка. Вот так вот у нас на YouTube она выглядит. Можно, кстати, открыть YouTube, чтобы иногда просматривать. Вот видите, у нас она круглая получается, вот такая. И здесь та же самая история. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Двигаемся дальше. Дальше у нас будут вот такая вот история с навигацией. Я думаю, это будет теги nav. Это будут теги nav. То есть это мы закрываем. Тут можно вообще делать, в принципе, допустим, лого. Я люблю делать комментарии. Здесь будет это просто nav. Там, первый блок. Все. Мы делаем nav. И он у нас, конечно же, будет что? Сразу класс flex, 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 call. Flex я задал для того, чтобы просто сразу здесь добавить... А, здесь нету. Я хотел добавить гэпы флексом. Значит, тут не надо вообще flex, потому что... Нет, тут не надо flex, потому что UL тоже никакой класс не нужен. А дальше лишком уже нужно будет класс. Класс flex. Flex items center. А, это... Там еще ссылки будут. Там еще будут ссылки. Тогда
вот эту всю историю мы даем ссылке. Мы даем это ссылке. То есть у нас внутри ссылки будет спан. Давайте, внутри ссылки у нас будет что? Что у нас будет внутри ссылки? У нас будет SVG-шка. SVG. И у нас тут будет спан с каким-нибудь текстом. Вот так. Home. Смотрим. Сейчас мы с вами тут будем делать fill. Тут мы сейчас исправим на white. Так, сейчас. Fill white. А параметр stroke сделаем вот так. Поможет? Да, поможет. И теперь давайте эту историю немножко стилизуем. У нас тут вот такая вот история. Есть какие-то паддинги 8-12. То есть мы делаем для нашей ссылки, получается, вот тут. Мы делаем паддинг y2, паддинг x3. Вот так. И у них есть еще какое-то закругление. Сколько тут пикселей? 10 пикселей. 10 на 4 не делится, значит такого значения нет. Поэтому мы делаем rounded и указываем 10 по x. Есть. И теперь нам нужно при ховере... давайте еще тексту зададим. Так, текст. Так, давайте пройдемся по тексту. У нас есть FontFamilyRobot уже есть. По стандарту font size и line height. Font size и line height мы можем задать при помощи класса text и, по-моему, это XS. Нет, это SM. Сколько у нас вообще было? 14-16. Вот, тут такая история, смотрите. По умолчанию у нас, когда мы даем какой-то класс, текст какой-то там, у нас есть и font size, и сразу к нему подстраивается line height. Мы можем это менять в конфиге. Я макет пересмотрел, там это мало где такое различие есть, поэтому мы можем просто использовать текст SM для font size, а line height использовать отдельно. Line height использовать отдельно. Это здесь класс называется leading. Вот тут leading есть разные позиции, но вот нам 5 подходит, потому что на 4 это делится. Это будет 20. В таком случае мы получим текст 14, line height 20. Нам надо только не 20, нам надо 16. То есть 16 это 4. Все, и мы имеем 16 пикселей. Все. Вот такая история. Так, items center. И тут, конечно же, нужно span класс flex. И тут класс flex. Ага. Зачем я это даю везде, если это надо только давать home? Давайте посмотрим, в чем проблема. Или может просто это у меня... это картинка, да? Это картинка, так. Ладно, оно... так оно и здесь так выглядит. Оно и тут так выглядит. Это меня просто этот... Оно и тут так выглядит. То есть нам тогда не надо эту всю историю. Нам это ничем не помогает. Есть. Окей, теперь там есть какой-то гэп. 24. То есть в нашей ссылочке мы даем там гэп. И 24 это у нас сколько? Это у нас 6, правильно. Вот такая вот история. Теперь нам нужно разобраться, как нам делать этот ховер. То есть нам при ховере нужно изменять начертание шрифта, то есть делать его bold и начертание, делать background. Давайте начнем с бэкграунда. То есть мы опять берем эту ссылку. Или давайте, знаете, как делать? Да, давайте сюда. Делаем hover. И мы делаем background, BG. Какой у нас тут цвет?
такой же, как мы делали. BG, это у нас primary, или как у нас там было, main, BG main, и у нас там было 0,05, 0,05. Сохраняем, смотрим. Есть, вот такая вот история. А теперь нам нужно сделать так, чтобы при наведении на нашу ссылку у нас красились другие элементы, то есть которые лежат внутри. То есть это home и ссылка. Для того, чтобы это сделать в Tailwind, мы должны родительскому элементу, в нашем случае, да, у нас есть два элемента. Это есть родительский, это ссылка, и внутри есть два элемента, SVG-шка и span. Для того, чтобы при наведении на родительскую ссылку изменять как-то элементы, которые лежат внутри, у нас есть следующая конструкция. Мы пишем родительскому элементу класс group. Мы написали ему класс group, все, больше ему ничего не надо. Дальше мы хотим, чтобы при наведении, допустим, сейчас начнем со спана, красили span. Мы идем в span и пишем здесь group, и мы говорим, что мы хотим по наведению, то есть group hover. Таким образом, мы имеем в виду, что когда мы на этот класс мы делаем hover, то тогда мы будем применять тот класс, который мы напишем далее. В нашем случае это там font medium. Font medium. Сохраняем. Идем сюда. Давайте. Опа. Видите? Я наводил на ссылку. Я хавера тут отдельного никого не прописывал. У нас есть group hover. И у нас при наведении на ссылку работает эта история с font weight. Теперь то же самое нам нужно сделать для SVG-шки. У нас есть здесь вот этот path, который отвечает за эту саму SVG-шку. Но скорее всего, сейчас мы проверим две теории. Класс. Мы делаем тоже group hover. И мы делаем fill. И у нас main. Сохраняем. Вот, все, это сработало. Я просто думал, что из-за того, что у нас fill тут указан как этот inline, оно так не поменяет. Нужно типа в классы добавить fill, а потом менять. Но нет, это сработало. Видите? И вот таким образом мы получаем уже готовую ссылку. Так, что тут еще можно сказать? Смотрите, есть такая история, что кому-то кажется, и такое иногда бывает на самом деле, и тут в нашем случае не исключение, что тут бывает очень там много, там 3 строки классов, 4 строки классов. Это нормально, когда какие-то элементы сложные, когда там куча хаверов, куча брейкпоинтов, это нормально. И в такие моменты нам Tailwind помогает эту задачу решить еще другим способом. Смотрите, допустим, у нас тут есть 3 строчки классов. Вот тут 3 строчки классов, не касаемо групп. Групп мы не можем так вот сделать, вынести. Группа обязательно должна быть здесь. Вот у нас есть куча классов, которые мы не хотим тут видеть. Они нам мешают, мы хотим их вынести в какую-то отдельную историю, чтобы тут как-то по-другому все это работало. Мы можем это сделать. Мы идем в input, и тут в лейере компонентов мы создаем новый компонент. Допустим, это будет называться navlink. То у нас ссылка, и мы через apply applyем эти классы. Сохраняем, все, ничего не ломается, все нормально, только тут сломалось. Но если мы возьмем navlink, и вместо того, что тут было, добавим navlink, то мы всю эту историю вернем, и все будет работать так, как нам и нужно. В принципе, есть какой-то в этом смысл, и так можно делать. Но тогда встает вопрос, если мы каждому элементу будем задавать кастомные классы, то очень сильно теряется смысл Tailwind. Это можно делать, это иногда прям даже нужно делать. И это не есть ошибка, но лично мне больше нравится, когда все это у меня находится в верстке. Почему это так? Смотрите, есть такой плагин, я его себе недавно добавил, который называется Tailwind Fold. То есть, смотрите, у нас тут есть куча классов. Вот тут и вот тут. Вот, допустим, у нас тут есть куча классов. Но, нажимая Ctrl-Shift-A, мы их просто прячем. Если мы, допустим, как там уже у нас готовая верстка есть, то есть мы сверстали, спрятали и забыли. И если мы уже там будем переносить это все там куда-то в React, мне так гораздо удобнее работать, потому что у нас уже верстка готова. Все, я спокойненько себе выношу, у нас нет ничего лишнего, эти классы не видны, поэтому это очень удобно. Возвращаем, все, классы видны, прекрасно, можем работать. То есть вот такая вот история. И пока что, наверное, с этим, с лишками и ашками
Все. И давайте теперь все перенесем просто контент. Раз, два. У нас таких 3 штуки. Все. Теперь нам остается что перенести? Нам остается перенести спаны. И вот это единственное, что я вот как раз о чем думал, что как нам лучше с SVG-шками. И никакого решения не придумал. Поэтому просто буду копировать SVG, добавлять ей вот этот класс групповой. Так, это subscription. Так, что у меня не получается? Ну тут же каждая SVG-шка получается, у нее там свои параметры, fill, path и так далее. Ладно, давайте мы SVG-шки трогать не будем. Я думаю, вы поняли, как это работает. Просто мне нужно будет в каждой SVG-шке, вот видите, тут много элементов, мне нужно будет определяться, где там fill, где там path, что мне заливать, что менять, что не менять. Я думаю, сейчас тема не про SVG, а про Tailwind. Поэтому мы оставим здесь всю эту историю. Просто мы поменяем иконки, да и все. SVG. Вот так. Все. Вот это мне, конечно, не нравится, что у них так они придумали. Когда мы меняем фонд weight, оно вот так вот прыгает. Некрасиво. Ну ладно. Окей. Это есть. Там еще у нас у nav есть... Ага. Вот эта та история, если мы сейчас добавим как это, как border. У нас же там паддинги были. У нас же там были паддинги. Тогда эти паддинги придется добавить к nav. Вот эти вот паддинги мы их добавили к сайду. Мы сейчас не сможем сделать border. Если мы это сделаем к nav, и у нас тогда все тут в принципе нормально, а вот тут тоже сломается. То есть такие же паддинги нам нужно добавить вот тут. Если тут было 4, паддинг Y было там 8, то паддинг right нужно... Сейчас. Мы добавляем то же самое. Мы просто добавляем то же самое, правильно? Да, мы можем добавить то же самое. Тогда мы выравниваем. Просто, что я сейчас сделал? Смотрите, сначала я паддинги задал всему этому блоку, но теперь я заметил, что у меня теперь тут есть бордер снизу. Если мы будем добавлять бордер, у нас он будет, то есть вот так вот идти. Потому что тут паддинги у другого элемента. И мне пришлось эти паддинги изменить для каждого этого. Ну, сейчас мы для nav изменили, потом дальше просто будем nav копировать, поэтому там нормально все будет. Окей. Теперь нам именно nav можно задать паддинг, точнее не паддинг, а border bottom. Вот это вот border, надо его только найти. Вот. И теперь нашему nav мы делаем border bottom. И у нас border color. Не так. Border. У нас там main. И прозрачность 0,05. Сохраняем, смотрим. Вот у нас появился бордер. Вот у нас появился бордер, и он растянут на весь этот, то, что как раз нам и надо. А по классам бордер, это мы указываем, какой бордер, а бордер bottom это то, что, ну, понятно, что это бордер bottom, потому что у нас так у каждого элемента будет. Так, что тут я тут накопировал. Все, дальше. Мы дальше можем брать теперь вот эту всю историю nav1, nav будет 2. Там будет у нас, по-моему, 2 лишки, да, или сколько там было? Раз, два, 2 лишки. Да, то есть лишка раз, лишка 2, третью убираем. Готово. И тут нам нужно менять текст и SVG.
Смотрим. Опа. И вот у нас получается 2 навигации. Но такое ощущение, что тут снизу больше. 13, а там у нас 12. Не, вроде так. Вроде так или не так. 12. 12 это у нас 4. А у нас тут стоит... Мы еще дополнительно. Мы еще здесь дополнительно. Padding Y 4. Вот так. Вот. Теперь это больше похоже на правду. Есть. Что там дальше идет? Дальше у нас идет еще какая-то секция, но мы ее также берем как nav, потому что это, в принципе, там будут потом ссылки. Поэтому мы также берем nav. Да и нам там и отступы потребуется. Все, nav 3. Только мы наш список убираем. Есть нам смысл такой вообще делать, эту секцию? Ладно, давайте добавим. Все, дальше будет какой-то текст. У нас текст как спан, как будто бы. Можем прямо этот спан взять. То есть мы берем этот спан, класс. Только group hover мы убираем. Добавляем текст. Смотрим, что у нас получится. И у нас получается вот такой текст. Ага, только тут нужны паддинги. Паддинг 32. Паддинг left 32, паддинг right 50. То есть мы можем делать прям вот тут. Тогда паддинг left не 3. Ой, border bottom. Вот тут видите, у нас было 3. Но нам нужно не 3, нам нужно 32. Это у нас сколько? Это 8, да, наверное? Это 32. А паддинг right 50. 50 на 4. У нас такого нет. Давайте сделаем 50 по x. Вот так. И теперь это похоже на то, что нам нужно. Отлично. Дальше у нас есть вот такая вот кнопочка. Она у нас будет повторяться. И мы ее можем прям так и сделать. Мы делаем дальше вот эту кнопку А, где будет также SVG. SVG и какой-нибудь спан. Копия есть. Теперь что по поводу этой кнопочки? Вот она такая есть прекрасная кнопочка. Ну, во-первых, ей нужно задать класс Flex. Flex, Items Center. Какой-то гэп там есть однозначно. 6. 6 тоже нет такого гэп. 6 по x. Сохраняем. Есть. Паддинги. Тут за счет... Так, 10 и 16. 10 и 16. То есть мы говорим, что паддинг y 10 у нас нету. 10 по x. И паддинг x 16 это 4. 4. Есть. Дальше у нас есть бордер какой-то. Border. RGBA Black. То есть, смотрите, мы также делаем border, main. Это у нас 0,05. И там еще какой-то радиус есть. Так, а что с бордером? Border main. Вот так. Есть. Ага, тогда тут max width. Fit content. Можем сделать так, например. И border radius 18. Это у нас, наверное, rounded LG. Нет. Нету 18. Rounded 18 по x. Сохраняем. Так, не 18, значит. Border radius 18 показывает. А что у нас?
Чего у нас оно не так? Чего оно у нас не так? Возможно, по высоте мы не попали. Возможно, что там с высотой, с line height и так далее. Давайте посмотрим. Высота 46 пикселей получается. А у нас тут 36. Хорошо. Почему тогда у нас получилось 46? Паддинг 10-16. А у нас тут... А, так я ж не от того, конечно. 6. Паддинг 6-10. Паддинг 6-10. Я неправильно посмотрел паддинги. То есть паддинг Y 6 px, а паддинг X 10 px. Вот так. Так, еще не обновилось. Вот, теперь обновилось. Теперь подходит. Похоже на правду. И теперь добавим hover. Hover у нас будет bg secondary, например. Ой, не. Как мы там делали hover? Давайте посмотрим. bg main 005. Угу. bg main 005. То есть вот такая вот история нам нужна для бэкграунда. bg main 005. Вот так. И вот такая вот кнопочка. И только нам нужен color. У нас у этого sign in класс текст light blue, который мы добавляли с вами. Да шо ж. Ля, не хочет. Light blue. Есть. Ну, возможно, там еще нужно было перенести со спана вот эту вот историю. Есть. Вот так. Вот такая кнопочка. И margin top мы ее добавим. Сколько там? 12 пикселей. То есть это мы делаем кнопочки MT12, это 3. И, конечно же, ей делаем flex. Так, стоп. Мы же не спану делаем, мы же кнопочки делаем. Она уже flex, поэтому ей надо только MT3. Все, вот так вот кнопочка это выглядит. Прикольно. Я думаю, что это прикольно. Идем дальше. Дальше у нас то же самая история, только с заголовком. Давайте мы еще раз это повторим. Давайте мы вот этот nav3 возьмем. Хотя нет, какой nav3? nav2. Все, и это будет так вот. Это будет nav4. И что нам тут потребуется? Во-первых, мы оставим только одну лишку. Или хотя зачем нам оставить одну? Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 будет. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прекрасно. Давайте начнем снизу. Есть. Все, добавили, все работает, все прекрасно. Сайдбар готов. Почти. Нам нужно сюда добавить какой-то заголовок. Давайте мы его добавим.
То есть перед списком мы добавим, давайте какой-нибудь это будет h3, например, потому что Explorer. По классам. У нас есть 16, 19. Опять у нас не сходятся line height. Что же будем делать мы с этим? Класс. Leading. 19 у нас тоже нету. Давайте у нас будет тут все-таки не SM, а base. Все. 16-20 там будет и все. Вот так. И padding left 24. Только у нас тут есть 3. Это у нас 12. Еще padding left 3. Еще 12. Это будет 24. Все. Мы выровняли эту историю. Может быть там какой-то ботом. Да, ботом. Маржин ботом нужно тут 6. MB 6PX. Есть. Прекрасно. Прекрасно. Дальше. Дальше у нас еще какой-то nav. Мы nav это добавляем, потому что, во-первых, нам надо вот эти бордеры. Мы так настроили, что нам нужен этот nav. То есть давайте мы возьмем третий. Nav 5. Можно по-другому комментировать. Но я сейчас не сильно хочу заморачиваться этим, потому что как бы время. Что нам тут потребуется? Давайте посмотрим. Ну, так тут это прям то же самое. Это прям то же самое. Тогда я не тот это взял. Тогда надо какой-нибудь... Да что ж. Вот этот список взять. Я что-то думал, что то отдельная кнопка вообще по-другому выглядит, но она оказалась, что точно такая же. Все, нам нужна одна лишка. Мы добавляем сюда текст, SVG-шку. Есть. Так, едем. Вот тут уже не помещается. Тут уже не помещается, потому что у нас тут лишние паддинги были, по-моему. Нет. Хорошо. 24. В чем проблема? Ну да. Паддинги. Так тут такое же. Или не такое же. PL3, PR6. Вот так. Не то скопировал, неправильно подумал, вот и запутался. Так, есть. Хорошо, дальше. И еще одна кнопочка. Это такая же самая, как Explore. То есть мы можем взять вот эту вот историю. Вот так. Список мы убираем, потому что у нас его нет. Опять не ту взял, да? Или ту? Ту. Так, и добавляем сюда more from YouTube. Есть. Вот такая вот история у нас получилась. Вот такая история у нас получилась. Теперь что я хочу сделать? У нас на YouTube как это выглядит? Терминал надо закрыть. На YouTube у нас это выглядит следующим образом. У нас есть кнопочка, мы ее нажимаем, и у нас тут что происходит? То есть вот эти 5 остаются первых. То есть вот это мы оставляем, остальное все у нас исчезает. Так, то есть при клике мы должны все это прятать. Точнее, не все, а только вот эти 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Тогда нам потребуется что? Нам нужно теперь как-то будет их через JS доставать. Мы можем дата-атрибуты добавить, можем классы добавить. Не суть. Так, 1, 2. То есть с третьего мы начинаем. 3, 4, 5. Промазал.
Раз, два, три, четыре. Мы дадим класс какой-то, допустим, hidden nav. Смотрите, этот класс я даю просто для того, чтобы через JavaScript эту всю историю достать. То есть больше никакой он функции не несет. И давайте там const toggle nav. И сразу вызовем эту функцию. Ага, а я ж не так хотел. Function. И тут сразу toggle nav. А здесь const burger. У него там я добавил айдишник бургер, чтобы тоже получить просто его. Document, query selector, бургер. Есть. Теперь нам нужно получить все вот эти ссылки, все вот эти nav, которые я дал им дополнительный класс, чтобы прятать. Const. Так. Hidden nav. Document, query selector и hidden nav. Конечно же, query selector all. Смотрите, теперь нам что нужно? Нам нужно бургер, add event listener, клик и что-то делать. Что конкретно нам нужно тут делать? Нам нужно взять эти hidden nav, пройтись по ним for each, взять nav item, и мы ему делаем nav item, класс list, toggle и класс hidden. Теперь давайте еще раз объясню для тех, кто запутался. Мы добавили класс hidden nav только лишь для того, чтобы найти эти элементы. Все, он никакой за собой смысла не несет, в нем нет никаких свойств в CSS. А класс hidden это класс из Tailwind, который отвечает, ну, display none, грубо говоря, который просто будет переключать. То есть при клике на бургер мы будем тут добавлять display none, только через класс hidden от Tailwind. Нажимаем сюда, и вот они исчезают. Прекрасно. С одной частью мы справились. Дальше нам нужно вот эту вот историю тоже переворачивать, как тут. И делать вот так. Но я сейчас заметил, я неправильно сделал навигацию. Я неправильно сделал вот эту вот историю, потому что она у нас сейчас находится внутри сайдбара. Если мы будем уменьшать размер сайдбара, с ней надо будет тоже что-то делать. А я не хочу с ней ничего делать. Давайте мы делать это будем по-другому. Мы делаем. У нас будет, я сейчас думаю, у нас будет header, где пока что будет только логотип. А вот этот aside у нас будет внутри main. Внутри main у нас будет aside, то есть тут будет класс flex. Внутри main будет тогда aside. То есть мы тогда можем сразу сказать, что это у нас будет sidebar, а дальше будет content. Тут будет section, будет content. Таким образом, у нас он будет сверху, это будет сбоку, и контент будет вот тут. Теперь нужно подумать, как нам его уменьшать, потому что то, как сейчас это есть, это не очень будет работать. Поэтому давайте мы этот класс уберем. Мы этот класс уберем. Мы пойдем сюда, и сюда в компонентах, или давайте в base, у нас один aside всего лишь. Aside, мы делаем apply width 240. Сохраняем, смотрим. Так, есть. А теперь в утилитах, если мы возьмем наш элемент aside, его добавим к нему класс active, то тогда мы applyем width 100 по x, например. У нас будет 100. Хотя это же не очень утилит, это сюда, скорее.
Что если у него active, он будет width 100 пикселей. Теперь нам нужно здесь его найти. Const это будет sidebar document query selector aside. И тогда мы просто ему сюда sidebar, класс list, toggle. И мы будем тоглить класс active. Сохраняем, смотрим. Так, так, так. Вроде все нормально. Он тоглится. Теперь нам нужно придумать как-то вот эти вот ссылки. Теперь нужно придумать эти ссылки. Нужно им давать какой-то дополнительный класс. Или дополнительный дата-атрибут. Давайте мы просто найдем все вот эти ссылки вот так вот. Ctrl-F. Вот так найдем все их 16 штук. И добавим им какой-нибудь класс. Давайте navlink, который у нас был. Мы его добавим просто сюда дополнительно. Оп, добавили. Все, ссылочки есть. Теперь сюда links. Const links равно document query selector all. И тут nav link. Также мы вроде написали. И здесь история будет немножко повторяться. Links. Здесь будет link, 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 класс list, toggle, flex, call. Так, так, ага. Flex, call. Тут тоже по-хорошему добавлять просто класс active. Не вот так делать, а тоже добавлять класс active. Active. А вот эти навлинки мы идем сюда, делаем navlink active, делаем apply gap 1. Давайте проверим, работает ли это. Оп, оп. Возможно, работает, но надо flex call. Так, вот, работает, отлично. Вот так. Текст XS. Это спану, надо спану. То есть вот так. Если не есть, то да, span текст XS. Вот так. Немножко уменьшили. Я бы hover, наверное, убрал. Или как тут у нас? Нет, тут hover есть. Тут еще меньше текст. То есть XS это XS это 12. А здесь вообще сколько? 10. Здесь 10. Текст. Меньше, наверное, даже и нету. Меньше и нету. 10 по x. Вот так оно получается. Ну, 100 маловато. 100 маловато, а вот чуть добавить 110. Как раз получается четко. Как раз получается четко. И вот так вот мы получаем, что тут у нас есть вот так, есть вот так. Есть вот так. Прекрасно. Я думаю, это прекрасно. Можем продолжать уже идти куда-нибудь дальше. С адаптивом все будем по порядку потом разбираться, потому что, я же говорю, я этот макет не делал. Я первый раз его делаю. Я просмотрел только базовые какие-то верхушки. А в целом я не разбирался. Так, тогда дальше нам нужна вот эта вот история. Дальше нам нужна вот эта вот история. Main пока закроем. Идем в индекс. Все, это пока закроем. Нам нужен header. Лого. Дальше у нас будет там div какой-то там будет. Давайте просто div. Тут будет форма. И тут будет button. Сейчас мы все это разберем, раскидаем. Form button. Теперь header. Класс flex, justify between и items center. Так. Получается вот так у нас. Получается вот так. Угу. А еще нам надо
Ладно, это потом. Фиксированно это все сделать в историю, чтобы сайдбар был фиксированный и навигация. Так, окей, хорошо, давайте форму. Input, кнопочка. И еще кнопочка. Тогда мы тут имеем что? А вот та кнопочка, это, наверное... Ну ладно, давайте это будет просто тоже все, форма. Form. Тут будет flex. Будет input и button. Type submit. А здесь placeholder search. Search и type можно сделать search. Смотрим. Так, что-то есть. Что-то есть, ничего не видно, но не суть. В кнопку мы поместим вот такую SVG-шку. Вот так. Теперь форма у нас имеет ширину. Как нам это все выделить? Так, и плюс так. 600 пикселей. Форма. Класс. Max Width 600 пикселей. У нас нет такой цифры. Давайте будет вот так. Не будем прям попиксельно. Input. Класс Width Full. Flex. Или это не тут делать надо? Ладно, сейчас оно будет, что я тут буду делать. Так, убираем. Width Full. Вот так. Не там я все это писал. Тогда input. Давайте начнем с инпута. Паддинг 7.17. У нас нет таких, да, значений. 7.17. А здесь сделаем 6.16. Ой, класс. Паддинг y 6 px, а паддинг x 4. Это будет 16. Вот так. Теперь тут есть какой-то бордер. Ага. Еще box shadow есть. Так, border 1 пиксель. То есть border white можно сделать. Border white. А там с прозрачностью нет? Background. Border width. Border color secondary. Ага. Border secondary. Просто border, конечно же. Но, по-моему, это не тот цвет, что я хотел, если честно. CCC, а у нас secondary какой? У нас secondary, по-моему, не CCC. У нас не такой. То есть тогда нам надо просто сделать кастомный бордер. Давайте посмотрим, как это делается. Бордер. Все очень просто. CCC, CCC. Вот так. Есть бордер. Теперь нам нужно убрать outline, мне не нравится. Outline none. И все. Вот так. Теперь нам нужно сделать что? Нам нужно его растянуть. Правильно? И вот так, Lex уже есть. Width full. Вот так. Нам нужно сделать border радиусы. Но там border радиус, где он? Там по 40 пикселей было. Где-то я тут видел по 40 пикселей. Короче, вот это 40, да, по-моему, было? Вот тут 40 и 40. То есть мы делаем тогда радиус rounded. Rounded bottom left. Rounded. И давайте top left.
У нас 40 пикселей, это 10. У нас такого нет. Вот так вот, 10 по x. Rounded top left и rounded bottom left. Тоже 10 пикселей. Сохраняем, смотрим. Ой, каких 10? 40. 40. 40. Вот так. Есть. Вот такая вот история. Мы добавим также на input состояние фокуса. Фокус. То же самое, как ховер. Как у нас тут? Ну, это темная тема, конечно. Синий. Ну, давайте будет синий. При фокусе будет border. Как у нас было? Light blue. Вот так. Есть. Есть такая история. Теперь кнопочка. Теперь кнопочка. Здесь у нас паддинг 8:20. Мы берем кнопочку и делаем. Только это вот она, кнопочка. Класс. Паддинг Y2. Паддинг X5. Вот так. Есть. Дальше. Бэкграунд там какой-то есть. F8, F8. Ну, тут все, видите, оно отличается совсем. BG вот так. Border тоже вот такой. И, конечно же, border. Только border вот такой. А тут border left 0. 0 же нам left надо убрать. Да, нам нужно left убрать. А вот эти rounded добавить. Хотя, в принципе, это можно было top right, bottom right. Ну, давайте уже так, ладно, уже не важно, как это можно было. Это уже есть у нас вот так. И при ховере, hover, мы делаем BG. Какой там BG мы делаем? Что мы там вообще делаем? Мы тут ничего не делаем, мы тут даем какую-то подсказку, но я думаю, это мы делать не будем, мы его тут сделаем. Давайте BG. Ну, secondary там, по-моему, да. Давайте какой-нибудь сделаем вот так вот. Ну, это голубой, нам не подходит такой. Secondary. А мы сейчас его на 0.1, допустим, если мы сделаем. Вот, вот так вот, отлично. Так, input готов. Что там у нас дальше? И еще кнопочка для... Сколько она? 40/40. Для голосового управления. Тогда у нас форма флексовая. А можем прям тут добавить. Вот так вот сделать button. Добавить сюда вот эту вот историю. SVG. В принципе, background мы можем отсюда взять. Добавили бэкграунда. Есть. Так, нам нужно margin left 2. Rounded, то есть закруглить. Rounded full на 100%. Display flex. Justify center. Items center. Вот так. Width 10, height 10, то есть по 40 пикселей. Flex shrink 0. Есть, только почему-то rounded full не сработал. Но теперь сработал. Теперь круглая. И при хавере можем сделать то же самое. Вот так. Есть.
Есть такое. Что мы будем делать дальше? Что мы будем делать дальше? Форма готова. Дальше у нас кнопочка какая-то. Кнопочка у нас вот такая. То есть она у нас уже есть. Эта кнопка у нас уже есть. Где она у нас была? Не в хедере, не в первом и не втором, и не в третьем, а вот и не в четвертом получается. Пятый, значит в третьем. Значит вот тут. Да, вот sign in. То есть вот такая вот кнопочка есть. И мы можем ее прям взять и добавить. Мы ее добавим в header. Так. И вот тут, где у нас button, мы этот button добавляем вот так. И вот у нас эта кнопочка есть. Прекрасно. Я думаю, что это прекрасно. Только тут за счет того, что мы вышли из контейнера, мы тут не в контейнере, контейнер вот тут есть, а вот тут нету контейнера, нам бы его там добавить. Но тогда мне придется вот тут, не хочу добавлять контейнер, там давайте просто мы этой кнопочкой добавим этому диву, точнее, этому диву мы сделаем класс padding margin right, там 24 пикселя, это 6, да? Да. Все, вот мы ее отодвинули. Отлично. Вот мы ее отодвинули. И там еще что-то было. Там было еще 3 точки, на которые мы можем наводить. И там будет показываться sub-меню. Нужно ли нам это делать? Я думаю, мы же умеем такие менюшки делать или нет? Ну да, я не буду ее делать, потому что там будет то же самое, что здесь. Мы просто будем показывать и скрывать. Мы создадим этот блок и будем его... То есть логика там будет такая, что TJS. Мы найдем ту кнопку, как вот тут. Мы будем на нее кликать и найдем наш вот тот дропдаун. И ему будем просто переключать класс. То есть то же самое будет, я не хочу на это тратить время. Окей, едем дальше. Как мы теперь будем ехать с адаптивом? Мне нужно адаптив придумать, но нужно, чтобы это все зафиксировать. Если мы, давайте потестируем. Давайте потестируем. У нас есть header, у нас есть sidebar. Нам нужно сделать что? Нам нужно сделать header фиксированный, fixed left 0 и top 0. Смотрим. И right 0. Тоже right 0. Вот так. Зафиксировали. Все, и он будет всегда fixed, ему нужен background. Ему нужен background bg white. Так, смотрите, header зафиксирован. Он у нас имеет высоту 56 пикселей. 56 пикселей, значит, мы должны нашему main сделать padding top 56. Это сколько это? 56. Это у нас 14. Вот так. Все, у нас контент вот так. Теперь нам нужно точно так же зафиксировать вот эту вот историю. Так. Этот aside нам тоже нужно с ним что-то... Давайте мы сделаем класс тоже fixed. Смотрим. Left 0. Top 0. Так, и он куда-то туда уехал. Потому что топ мне нужно 14 по высоте нашего этого. Там 56, это 14 этих. 14 пунктов, это 56 пикселей. Окей, тогда... Так, он фиксированный, и он зафиксировался. Тогда мы добавляем hover и делаем overflow auto. Так. Left 0, top 14, height full. Так.
есть скролл, но скроллится. Если мы убираем, мы сейчас ничего не скроллим. Хорошо. С этим тоже разобрались в принципе. Если тут, то он тут не нужен. Понятно. Все, вот так вот. Есть у нас этот скролл. Прекрасно. Теперь нам нужно разобраться с контентом. Что мы хотим делать с этим контентом? Ну, во-первых, нам нужно сделать класс padding left. Сколько у нас там? 240, да? 240 px. Почти. 240. Вот так вот, таким образом мы, получается, отодвинули его отсюда. Но что мы будем делать, когда мы будем бургеру делать active? Ага, я знаю, что мы будем делать. Мы будем просто удалять этот класс. Section класс. Ну, давайте будет content. Добавим класс content. И сюда добавим const content равно document query selector. Сейчас мы что-то тут начудим. Content toggle width. Ага. Там же мы не можем так делать. Что мы будем делать с этим контентом? Подождите, а ну-ка. Я сейчас думаю. А контейнер же мы хотим туда добавить? А это убрать? А, но он все равно ж. За счет того, что мы зафиксировали, нам нужно его... Ладно, давайте. Контент. У нас будет вот тут компонент контент. Он будет apply padding left 240 px. А если контент есть active, то тогда мы apply padding left 120, да, там px было? Или сколько там у нас? 110. Вот так. И таким образом мы контенту будем просто тоглить класс active тоже. И вот так мы получаем. И вот так мы получаем. И внутри контента будет у нас уже контейнер. Отлично. Все, я думаю, вот так вот мы уже можем с этим что-то делать. Вот так вот мы можем с этим что-то делать. И, по-моему, прикольно получается. Дальше. Дальше. Контент. У нас тут есть какие-то вот такие вот истории. Но я думаю, это... Я сделаю это просто дивами. Вы потом сможете добавить любой слайдер для этого. То есть тут просто это потом перевести в слайдер свайпер, допустим, это не составит труда. Это сделаю дивами. Так, контейнер. Теперь будет flex. Flex. Items. Центр. И gap какой-то тут есть. Gap 12. Это получается gap 3. И здесь будут элементы тоже flex. Padding здесь будет 12, 6. То есть будет padding y 6 px и padding x 12 px. Вот так. BG там какой-то есть. RGBA. Это у нас получается BG main 0.05. И rounded. Там есть 8. Это, по-моему, large rounded LG. Это 8, да. Вот так вот.
И давайте добавим сюда текст. Вот так. Display flex px3. Вот так. Это можно слайдером сделать. И все. И просто покопировать эти истории. Или это табами сделать. Или это сделать табами. Это ж может быть табы, правильно? Это могут быть табы. Это может являться табом. Ладно, если что, мы сейчас и табы сделаем. Не проблема. Ладно, хватит. Я думаю, хватит. Вот так вот их наделали. Паддинг топ нам нужен 12. То есть это gap3, паддинг y. 12 это не y, а паддинг топ. Вот так. Окей, тогда давайте мы, знаете, как это сделаем? Это будет действительно, наверное, табы. Потом это мы сделаем табами. Тогда это нужно... Давайте тогда это будет баттоны. Мы это сделаем батон. Мы это реально сделаем табами с вами. Так, 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 так. Сейчас что-нибудь придумаем, и это будут реально табы. Окей, и там еще есть... Вот тут тоже можно сделать flex justify between, потому что там есть вот такая история справа. А хотя зачем нам тут flex justify between, если мы можем сделать просто relative. А здесь absolute. Так, пока сделаем так. И мы сделаем ему топ 0, right 0, bottom 0, width 106 пикселей. 106 у нас нету. Давайте 100 по x. Будет 100 по x. Окей. vfull. Это же можно просто флексом сделать. Flex. Так, что у меня не получается? Так, так, absolute. Топ 0, right 0, bottom 0, width 100. Height. Нет, это не надо. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас не получается. BG red 300. Он не на всю ширину. Flex v. Да что ж мне не получается эта буква? Тогда нам это нужно добавить вот тут. Толя, издеваются. Вот тут мышь-то, ну да, что я. Тут фиксировано, а тут ширина у нас флекс элемента не указана. Тогда вот это убираем. Есть. Тогда мы тут делаем ее flex items center justify end. И тут есть вот такая вот история. BG. Тут только нам... Оно не сильно... Ладно. Так, BG. Градиент. Я забыл.
Ладно, BG. Давайте сделаем вот так. BG. Это просто нужно добавлять в конфиг. Но я сейчас не хочу этим заниматься. Так это работать не будет. Нам нужно убрать все пробелы. Пробелы мы можем заменить на вот такой знак, если у нас... Тут, в принципе, нам не надо. Можем сделать 80. RGBA. Это у нас вообще... Это черный или это белый? Это белый. Ладно, пускай будет так. Мы убираем все пробелы. А там, где нельзя их убрать, где нет никакого знака, нам нужно вот так сделать. И мы сейчас ничего не увидим, нужно добавить этих элементов. Давайте мы их еще накопируем. Вот так. Тогда мы их правильно сделали. Мы теперь тут делаем overflow hidden. Эти элементы у нас должны быть flex shrink 0. То есть вот эту вот всю историю. Так. Flex shrink 0. Есть. Вот они стали. Теперь вот эта вот штука. Что мне с ней делать? Этот background так не сработал. Ладно, давайте так. Давайте так. Мы можем тут добавить background image, background image. Здесь у нас будет градиент. И мы возьмем вот эту вот историю как градиент. Мы это скопируем. Мы сюда это добавим. А отсюда... Так, это закроем. А вот тут мы эту историю некрасивую уберем. И BG укажем как градиент. Просто BG градиент. Все, вы видите, оно там полупрозрачное. Все, оно сработало. Прекрасно. И теперь нам осталось добавить 50, но она больше. 110. Width 110. Вот так. И теперь вместо вот этого SD мы добавим SVG. Вот так. Давайте посмотрим, что там получилось у нас. Ну если я ее поднимаю выше, мне надо топ не 0, а сколько там у нас? Паддинг топ-3. Топ-3. 6. 3 достаточно было. Вот, топ-3. Мы же там еще делали просто паддинг, и из-за этого оно не сходилось. Все, вот так. Ну, right я бы, конечно, добавил. Тогда тут просто мы сделаем топ-3, а right не 0, а минус 16. 16 это у нас 4. Чтобы сделать отрицательный этот класс, то мы делаем минус right 4. Так, нет, нам значит, не нужен отрицательный. Все, вот так вот мы это двинули. И, конечно же, это будет button. Все, вот так вот. И там можно это просто делать как уже свайпер. Свайпать. Пока я не хочу это делать, мы с вами лучше сделаем, если я придумаю как, эти табы. Окей. Уже, конечно, по-хорошему бы как-то адаптив начинать делать. Уже по-хорошему как-то начинать адаптив. Давайте, пока у нас не слишком много инструментов всяких разных, мы начнем делать адаптив. Так. Ну тут нормально. Тут нормально.
Во-первых, тут надо добавить какой-то гэп. Мы берем header и добавляем тут гэп 5, 20 пикселей. Чтобы у нас оно... Вот это вот кнопочки теперь. Где она у нас? Так, форма. И вот тут кнопка. Мы делаем flex shrink 0, чтобы она у нас не уменьшалась. Так. Как будто бы, знаете что? Как будто бы я не знаю, что. Маржин, тут какой-то есть маржин. Нам же он не нужен. Есть. И вот тут margin top 3 нам тоже ничего не нужно. Все, вот такая кнопочка есть. Что мы с вами придумаем, какой мы тут адаптив сделаем? Какой мы тут с вами адаптив сделаем? Ну, давайте пойдем следующим путем. На маленьком мы сделаем hidden. Span мы уберем. Мы ставим только вот такую штуку. Сама кнопка на маленьком. Нам нужно сделать P4. А ну, 4. Это ж я ж в пикселях хочу. Ну давайте 2. 8. Вот так. Нет, 8 это 6px. Вот так, 6px. Тут все-таки надо. Margin rights 4. Вот так. Так, это мы убрали. Хорошо. Что мы делаем дальше? Что мы делаем дальше? Я бы убрал вот эту форму. Что если мы эту форму на маленьких SM, мы ее делаем hidden. Мы убираем форму. Так, сколько у нас будет места? В принципе, так, в таком случае у нас место есть. Хорошо, мы форму убрали. И нам нужно добавить какую-то еще форму, которая будет с классом hidden, а на SM будет flex. Так, и мы сюда добавим же вот эту вот историю с SVG-шкой. Мы добавим эту историю button. Просто button. Вот так. Неправильно я делаю. Это не будет формой. Это пока просто кнопка. Это просто кнопка. Вот так. Это просто кнопка. И тогда мы делаем ей класс hidden, а на SM, то есть на small, делаем ей блок. Все, она вот так вот есть. Margin left, auto. Вот так мы ее делаем. При клике на нее я буду показывать. Я знаю, что я буду показывать. Я забыл комментарии делать. Desktop form.
desktop form. И сейчас мы сделаем здесь mobile form. Сделаем form. Класс у нее будет, знаете какой? У нее будет класс hidden. Она small. Нет, у нее не будет класса small. Давайте мы так. Мы сделаем ее absolute. BG secondary. Top 0. Left 0. Bottom 0. И right 0. Вот так. Вот такая форма у нас будет. Куда мы можем поместить эти же инпуты, в принципе. Вот эту же форму мы можем поместить, правильно? Скопировать ее. Только другие просто стили добавить. Это будет div. Вот так. Мы сюда эту форму добавим. Hidden этот убираем. Вот так вот мы тут получаем такую историю. Значит, мы здесь, знаете, что делаем? Паддинг 2. По 8 пикселей сделаем паддинги. А вот тут мы вместо этой кнопки добавим какой-нибудь значочек. X. Вот так вот, типа закрыть. Типа закрыть. Только тогда это у нас будет не ссылка, а просто div. Просто button. Вот так. И вот такая кнопка у нас будет. Конечно, бэкграунд мне такой не нравится. Secondary. Давайте на 50%. Или давайте main на 10%. Нет. Но это слишком. 70. Некрасиво смотрится. Вот так, 80 нормально. 80 меня устраивает. Все, и теперь вот такая у нас форма есть. Только. Убираем hover, потому что он нам не нужен. Это ж мобильная кнопка, ее тут не будет. Все. И теперь мы должны сделать эту логику. Получается, у нас есть мобильная форма, десктоп форма и кнопка. Это у нас логин button. Вот так. Надо не забывать за эти. Смотрите, логика какая? Нам нужно ID desktop form. А здесь ID будет mobile form. Вообще надо было это search назвать. Давайте это мы сделаем desktop search и mobile search. Так. Так будет больше понятно. И эта кнопка, это будет open search. А кнопка... Где эта кнопка вообще находится? Я уже забыл. А вот та кнопка обычная. Это open, все правильно. Это open, а вот тут в mobile это будет ID-шник close search. Вот так вот. Теперь что я хочу сделать? Смотрите, у нас есть const desktop search. Это будет document
query selector и сюда мы помещаем айдишник. У нас этот айдишник называется desktop search. Есть. Дальше у нас будет mobile. Тут будет mobile. Дальше будет open search btn. Это у нас open search. И close search btn. Это будет close search. Окей, теперь нам нужно вообще эту всю историю проделать. Мы изначально у нас mobile search имеет класс hidden. Вот так. Вот такая вот у нас история. Тут кнопочка появляется. Теперь при клике на эту кнопку, то есть нам надо на open search btn add event listener, мы делаем клик, и мы, получается, mobile search класс list toggle hidden. То есть мы просто его будем показывать. Поехали. Кликаем, навбар есть. Теперь нам нужно точно так же его закрывать на эту кнопку. Close. Давайте сделаем вот так. Close search btn. И теперь мы кликаем сюда. Ой, не сюда. Вот сюда. Мы открываем поиск. Кликаем сюда, мы его закрываем. Все. Мы его открываем, закрываем. И вот таким вот образом, что мы просто тут, смотрите, сколько мы всего сделаем, классами там hidden, active и все, ничего более. Вот, допустим, на React перенести потом вот эту вот всю историю будет очень просто. Очень удобно теперь будет с этим работать. Вот, да, если есть обычная верстка, мы ее сейчас берем. И вот это состояниями очень легко будет управляться в React. И очень легко мы всю эту историю с вами сделаем. Если будем переносить, конечно. Все, и теперь мы имеем полностью рабочий этот. Теперь нам нужно придумать, что с этим нам делать. Теперь нам нужно придумать, что делать с этим. Ведь мы ж можем на каком-то этапе кликнуть вот так. Тут-то это нормально. А что если мы на мобильном? Находимся на мобильном и кликаем вот так. Мы же не можем так сделать. Как на ютубе? А я знаю, как на ютубе. На ютубе тоже так, как нам и нужно. Я знаю, как на ютубе, точно, я вспомнил. Смотрите, такая история. Когда мы находимся ниже SM, где у нас сайдбар, где у нас этот сайдбар? Когда мы находимся ниже SM, мы его делаем hidden. Это нужно вот тут делать, где у нас контент. Если он active и small, то мы делаем padding left 0. Вот так. Контенту можем делать small, padding left 0. Если на маленьком экране, то мы уже тут ничего кликать не будем. Все, вот так вот. Эта история остается. Так, что же нам делать с этим сайдбаром? Можем так же самое делать. В Tailwind это нормальная тема, когда мы создаем вот такие под истории. То есть мы не этот сайдбар, где он вообще находится, не этот сайт собираемся, как сказать, с ним издеваться через JS, через CSS, чтобы передвигать. А мы можем делать, давайте это будет desktop. Мы можем делать отдельные типы под всего этого и все. Mobile меню. Мы сделаем nav. Внутри будет UL, где будет li и a. Вот так.
внутри А. Давайте просто у нас будет текст. Давайте просто будет текст. Они там берут просто вот эти вот home. Или можно иконки. Давайте иконки. Давайте лучше иконки. Это будет красивее. SVG. Раз. SVG. Так, вот надо подформатировать, притир настроить по-нормальному. Так, дальше. Лишка, ашка. 2. И тут ли, а. Мы сюда добавим эту историю. Copy SVG. Что я теперь хочу с этим сделать? Смотрите, я хочу это сделать через position класс. Это будет fixed. Bottom 0. Right 0. Top 0. Только тут не надо минус. Какой топ? Left будет left 0 и height пускай будет 10. Смотрим. И bg ему надо тоже какой-то дать. bg main. Так вот, bg main. И сделаем 0,05. Посмотрим, как оно будет. Оп. Вот такое оно будет снизу. Класс тогда flex. Justify center. Items center. Ну так я что делаю? Это лишком надо такой класс давать. Раз, два, три. То есть ли, и ли. Класс. Это мы делаем лишком вот так вот. А все-таки здесь мы можем сделать grid, grid calls 3. Вот так. Вот так вот мы делаем. px. Давайте просто padding 4. Не слишком много будет. Padding 4. Вот тут, если мы сделаем padding 4. Height уберем. Не слишком будет. По-моему, нормально будет. По-моему, будет нормально. И на этапе 320 тоже будет нормально. И тут мы можем переключаться. Но я думаю, вы тоже понимаете, что это я не буду сейчас делать. SVG-шки эти перекрашивать классом активности, потому что не имеет смысла, это раз. Во-вторых, а что во-вторых? А что тогда нам вот эта кнопка, зачем нам нужна эта кнопка на мобильных? То есть на SM она нам уже не нужна, получается. Да, на SM она нам не нужна. Зачем нам нужна, если у нас тут все есть? Мы ее спрячем на SM. Header, лого и вот так вот SM hidden. Нет. Кого? Даже кнопки. То есть бургер. Вот так, SM hidden. Сохраняем. Все. Угу. Тогда вот тут на SM мы делаем px2, py2. Вот так. И мы получаем... Единственное, что я бы еще... Хедер, наверное, уже так и оставил. Он, в принципе, ничего такой. Помещается все. Опа. Вот эту вот историю я бы немножко поправил. То есть нам нужно контент на SM padding top 2. На SM cap 2. Теперь вот эта вот история на SM топ 2. Вот так.
И шрифт бы я тут изменил. Давайте всем сразу изменим. Ctrl-F. Вот это на... Еще добавим текст small. Сохраним. Смотрим. Или, может, еще меньше. Текст XS. Вот так вот, наверное. Вот так будет лучше. Ну, тут я, конечно, опять с контейнером этим, блин. Контейнер не добавил и теперь путаюсь. Но с другой стороны, там он не нужен был. Давайте мы все это исправим. Все это исправим. PY2 и SM PX4. В таком случае нам нужно будет этой кнопочке обратно вернуть, убрать марджины. Тогда у нас есть тут кнопочка. Так, лого не надо. Mobile Login Button. Видите, MR4. И на этом MR0. Вот так вот. Все, теперь у нас все четко есть. Это работает. Это там тоже что-нибудь будет. Но я не буду это делать, потому что вы уже поняли, как это работает. Я вот тут, видите, вот точно по такому же принципу сделается. Тут просто будет другая форма. Окей. Тут есть. Что нам дальше осталось с этой историей? Конечно, это надо сделать hidden. Конечно, это будет hidden. То есть header. Mobile меню. Он у нас hidden. ID mobile nav. Или у нас есть такой уже? Тут не надо. Mobile search есть. Это будет mobile nav. Вот так, mobile nav. Nav. И нам что нужно делать? Нам нужно... так погодите, нам ничего не нужно с ней делать. Нам ничего с ней делать не надо. Мы ее делаем hidden, а на small мы ее делаем block. Все, она у нас исчезла. Оп, а на small она у нас появилась. Вот такая история. Вот такая вот история. Прекрасно. Двигаемся дальше. Что у нас дальше? Так, дальше тренды и шорты. Остальное все одинаковое. Хорошо. Прежде чем продолжать, я хотел бы немножко вернуться назад. Вот тут я говорил, что мы, возможно, сделаем табы. Я передумал, потому что, во-первых, откровенно говоря, это вообще не табы. Это кнопка для подгрузки инфы вот сюда вот. Поэтому я тут табы делать не буду. Если тема с Tailwind залетит и людям понравится, то у меня там есть пару идей, где уже будут табы, аккордеоны, бургер-меню нормальные, то есть там вся эта история будет. Тут пока что мы это делать не будем. Еще я хочу тут добавить ховер, и вот я заметил тут состояние активности я забыл добавить. Давайте мы к этому вернемся. Это у нас вот тут в контенте. Вот эту вот историю мы просто скопируем. Эти классы. Нажмем Ctrl-F. И нам нужно тут сделать что? Во-первых, нам нужно добавить какой-то класс, по которому будем находить. Давайте это будет category link. И добавим hover. Так, у нас тут bg main 005. Мы сделаем bg и пускай будет на 10% непрозрачности. Сохраним. Давайте проверим непрозрачность, наш hover. Так, есть. Отлично. Есть, и теперь нам осталось добавить класс активности. Для этого мы на первую ссылку добавим класс active. Я пишу все классы как мне удобно, потому что мы в конце отформатируем как надо. Добавляем класс active, тогда в таком случае мы берем категорию link, идем сюда, и вот сюда добавляем класс active и applying там bg main. Сохраняем, смотрим. Есть такая история. Теперь там осталось добавить цвет текста также сюда. Текст white. Есть. Так, hover. На hover можем сделать hover
Что мы тут сделаем? Тоже BG-main пускай будет, да и все. Вот так. Дальше мы идем к видосикам. И здесь нужно сделать какой-то блок. Вот тут мы сделаем вот так вот видеос. В первую очередь. Дальше. Нам нужен какой-то блок, где у нас будут padding top 24, padding bottom 20 и тут высота 48, 68. То есть padding top 24 это 6, а padding bottom 68 это где-то 14, 16. Ну, давайте 64 будет, потому что нету там 68. Ну, добавим так. Так, тут 48 и 20, да, 68. Ну, будет 64. Окей. Теперь border. Теперь border у нас тут, давайте посмотрим, как к нему добраться. Как к нему добраться. Вот. Border топ 4 пикселя, 0,1 прозрачностью, просто черный. У нас тут два бордера, поэтому мы сделаем border Y. Здесь он по 4 пикселя. Border Y 4 и border black 10. То есть 0,1 непрозрачности. Вот так. Смотрим. Есть бордеры. Смотрим margin top. Margin top 24. MT6. Есть. Дальше нам нужно здесь добавить заголовок какой-нибудь, H3 пускай будет, с классом. С каким классом? Так, color main 2024. Мы делаем текст main. Текст это, наверное, Excel. Ну, только получается 20 и 28. Тогда надо еще делать leading. И 24 это 6. Вот так. И здесь, как там, Explore, или как там, что там было написано? Так, не то. Trending. Есть. Так, дальше видосы. Дальше видосы. И мы это сделаем вот так. Видео row. И в видео row мы делаем его гридом. Grid calls у нас там 4. И гэп там какой-то есть. Давайте поставим 4 и посмотрим, что там по гэпу. 16, да, 4. Отлично. И теперь внутри этого видео row мы делаем видео item. И это у нас ссылочка. И это у нас ссылочка. Во-первых, у нас тут есть div с картинкой и с временем. Для этого мы делаем новый div, который будет сразу relative, потому что время мы будем через абсолют фигачить. И картинка. Картинки я заранее скачал. Image video 1. img. Картинки сразу тоже зададим класс max width full, то есть 100%, width full и height. Так. Height, это что ж? Height и g. Это же просто h. H auto. Точно. Вот так. Дальше будет span со временем. Давайте 10, 13, 12. И сразу мы его заабсолютим. Класс абсолют. Bottom. Сколько там bottom? 4,4. То есть это будет bottom 1 и right 1. Вот тут у нас время. Отлично. Для вот этого еще дива мы делаем, тут есть закругление. Сколько тут оно? Как мне найти это закругление? Как мне до него добраться? 12 пикселей. Тогда это будет rounded, это, наверное, Excel. Да. И overflow hidden. Чтобы у нас картинка была скрыта. Окей, есть. Дальше, вот тут. Что у нас тут? Тут у нас нужно посмотреть вот сюда. Padding 2, 4. То есть мы делаем
Padding Y 2px, а padding X 4. Background здесь просто черный на 0,8. То есть мы пишем BG Black и ставим, что 80%. Есть. Там есть скругление на 4 пикселя. То есть это просто rounded. И теперь текст. Текст у нас 12 пикселей и line height тоже 12, и он фонд medium. Поэтому мы делаем фонд medium, текст XS. Но у нас в таком случае line height 16, а нам нужно 12. Мы можем просто сделать leading none. То есть убрать, поставить единицу. Сохраняем. Так, есть и текст white. Дальше. Что у нас там идет дальше? Дальше вот такая вот идет инфа. Для этого мы... Давайте это будет так вот. Видео постер. А здесь будет видео инфо. Div. Он сразу будет flex. Потому что там есть два элемента. У них есть какой-то gap. Gap 3. Gap 3. Да, margin top 3. Теперь тут надо добавить заголовок для видео. Мы сделаем какой-нибудь H5. Давайте возьмем этот заголовок. Есть. Дальше у нас есть P какой-нибудь, например, P. Будет span и SVG. Так, давайте по порядку все это делать, потому что, во-первых, я забыл. То есть, значит, сначала будет постер, AMG SS, аватар я скачал тоже, AMG. А дальше будет div, внутри которого уже будет вся эта история. То есть нам нужно сначала постер, потом эту информацию. По поводу постера мы сразу сделаем класс width, там есть определенный width, он у нас 36 пикселей, это 9. Height 9. Rounded full. Rounded full. И что там еще? И все, наверное. Окей. Заголовок. Класс. Так, заголовок у нас текст main. Текст main. 1420. Это текст SM. Какой здесь будет линк? 20. Отлично. Текст SM. Сохраняем. Фонд weight 500. И сюда фонд medium. Смотрим. Есть. Дальше вот эта вот история с flex. Gap там какой-то точно есть. Это gap 1 получается. И items центр. Тут у нас 12, 14 и secondary. То есть мы делаем этому спану класс текст secondary, font size XS, текст XS и leading 14 не делится на 4, поэтому здесь будет 14px. Вот так. Margin top тут не 8, а 6. То есть это вот сюда делаем margin top. 6 тут нема, поэтому 6px. Вот так. Дальше у нас идет еще какая-то история с... Это у нас будет
какой-нибудь UL, внутри будут лишки, умноженное на 2. Так. Так. Сразу flex, какой-нибудь gap 1, или сколько там может быть. Да, 1. А текст здесь такой же, как и там. То есть мы можем просто этот текст скопировать. Вот этот. Раз. Так, так. Класс. Есть. И margin top тут какой-то тоже есть. Но его тут не видно. Но я бы добавил. Поэтому здесь тоже mt1. Вот так вот бы я сделал. Вот так вот получше. Вот так вот получше. Теперь нам нужно сделать этому видеоряду какой-то margin top 24. То есть mt6. Теперь нам нужно продублировать эти видео, чтобы у нас было это все похоже на правду. Так, видео item. Мы сделаем их 4. 1, 2, 3, 4. У меня просто 4 постера скачано, поэтому я буду менять только постеры, название и все остальное я не буду менять, чтобы не тратить время. 3. И здесь будет 2. Только я это поскрываю, ибо мне не нравится, когда все раскрыто. Смотрим. Вот у нас есть 4 видео. Так, теперь давайте адаптивом займемся. Как будто бы... Будто бы на 1200 надо что-то с этим делать. У нас breakpoint 1200 есть, то есть мы видео ряду на breakpoint large делаем grid calls. Давайте сделаем 3. Почему 3? Потому что там же по факту у нас может быть еще больше видео. То есть мы можем там несколько рядов иметь видео. То есть вот так вот. Там уже... Так, тут 3. Вот на 9.9.2 я бы уже сделал 2 ряда. Вот тут на 9.9.2 это у нас medium breakpoint. MD flex calls 2. Какой flex? Grid calls 2. Вот, на 9.9.2 это будет выглядеть вот так, только мне 75%. Вот так будет выглядеть на 9.9.2. На 7.6.8, в принципе, можно так и оставить. А на этапе 480 я бы просто это перевернул. Это у нас XS grid calls 1. Вот так. Так, 488 вот так выглядит, а 408 в один ряд. И на айфоне каком-нибудь мы все это видим вот таким образом. Я думаю, что это прекрасно. Я думаю, что это прекрасно, и нам такое подходит. Единственное, я бы еще добавил паддинги вот тут на SM каком-нибудь. Я бы сделал паддинг Y просто 6. И отменил бы все эти паддинги, которые были ранее. И у нас бы вот так вот все это выглядело. Отлично. Отлично, я думаю, с этим нам будет достаточно. Давайте идти к шортсам. А шортс мы с вами быстренько сделаем, потому что у нас уже есть набросочка. То есть мы можем просто взять то, что у нас уже готово. То есть вот эту вот часть скопировать и немножко отредактировать ее. Во-первых, это будет shorts. Тут будет span shorts. Пока что я сейчас оставлю один видео item, потому что его тоже мы отредактируем и потом уже продублируем. Убираем, убираем. И оставляем только один видео item. Сохраняем. Начнем с заголовка. Тут есть вот такая вот SVG-шка, поэтому мы ее скопируем. И вот сюда. Поэтому я в span оберну, чтобы мы могли добавить сюда SVG-шку. Только теперь нужно этому заголовку сделать flex, items, center и какой-нибудь gap. Давайте добавим 2, посмотрим, сколько на самом деле. А тут 2 и есть, отлично. Есть. Только тут нужно убрать border top.
как будто бы... А ну, если мы уберем паддинг, то сколько мы тут потеряем? Вот, как будто бы тоже надо убрать и паддинг, и убрать border, и сделать не border Y, а border bottom, чтобы он был только снизу. Вот так. И вот так мы получим шорты и тренды. Теперь, по поводу видео. У нас тут история немножко другая. У нас тут есть картинка. Давайте мы прям откроем видео item. У нас есть картинка. У нас там нет абсолюта, у нас там нет времени. То есть мы можем прямо вот так вот сделать и этот блок удалить. Оставить только картинку. И я подготовил тоже картинки. Shorts 1. Вот. Вот так. Только здесь еще надо сделать rounded. Какой там был? 12. Large. Что там было? Rounded LG. Excel там был, по-моему. Вот так. Вот. Есть. Да, Excel. Хорошо. Дальше. У нас там нет аватара. То есть мы можем в info убрать аватар. У нас там только текст и один. То есть нету вот этого текста, где название и галочка. И нет вот этой второй истории. Смотрим. Shorts, заголовок и просмотры. Как будто бы похоже на правду, и как будто бы у нас есть лишний div, который мы можем просто сделать вот так и удалить этот div. Раз. Два. Вот так. Вот так сделать и вот так. Так, что-то тут сломалось. Я тут все поломал. Потому что тут нам не нужен ни flex, ни gap. Вот так. Теперь нам нужно просто эти айтемы продублировать. У нас там в макете их 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сохраняем. И картинки я тоже поменяю, потому что я подготовил 7, 6, 5, 4, 3, 2. Сохраняем. Есть. У меня картинок всего 5. У меня нет 7, 6. Тут пускай будет 3. Тут пускай будет 1. Вот так. Есть. Теперь нам нужно разобраться с адаптивом, потому что сетка здесь неверная. Так, убираем, убираем, убираем и убираем. Это тоже убираем. Да сколько их тут? И убираем. Grid calls. Нам нужно сначала их 7. Нам нужно сначала их 7. Раз, два, три. Все, тут 7. Теперь можем подумать за адаптив. Едем, 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 едем. И как будто бы на 1200... Что если мы их сделаем на 1205? Так, 5. 5 подходит. 5 подходит. Едем на 992. На 992 нам 2 слишком мало. Давайте сделаем... Что если мы сделаем тут 4? 4. Вот так. 4 на 992 смотрится нормально. Едем дальше. На 768 я бы сделал их 3. Добавим SM grid calls 3. Вот так. 768 вот так. И на 480 2 колонки. Смотрим. Вот так это выглядит на 480. По-моему, прекрасно. И дальше я бы хотел показать вам, как мы будем это все форматировать. Давайте мы перенесем все эти брейкпоинты, допустим, сюда. Large поставим вообще на первое место. Давайте просто добавим этому классу ID-шник, чтобы я потом по поиску нашел этот элемент. ID формат. Вот так вот. Это просто сейчас добавлю, чтобы я, когда оно вот форматирует, через поиск мы это нашли. Смотрите, у меня все стоит в порядке хаотичном.
не так, как нужно. Если мы сделаем npm run формат, так как у меня почему-то при автосейве это не работает, хотя в CSS это работает, я нажимаю npm run формат, он сейчас будет форматировать, он отформатировал. Теперь я могу нажать поиск, найти этот формат элемент, и мы видим, что у нас margin top, grid, grid close и все брейкпоинты стоят в порядке убывания large, medium, sm, xs. То есть все, получается, сработало и отформатировано. И напоследок хочу сказать, что, во-первых, Tailwind штука крутая. Я однозначно рекомендую всем в нем разбираться. Видите, я сам еще немножко путаюсь, забываю, где там что. Но в целом я уже научился с ней пользоваться, и это класс. И если накидаете лайков с комментами, то, в принципе, я увижу, что вам это интересно, Tailwind, и воплощу в реальность то, что я придумал. А на этом данный ролик подходит к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока-пока.